Привет, друзья, с вами Лада, и в этом видео я покажу, как плести вот такой узор коса в 4 пары трубочек. Такой узор смотрится очень интересно и плетется легко и просто. Но вот состыковка этого узора с лицевой стороны и с изнаночной дело гораздо серьезнее, и этому моменту я буду уделять большое внимание и значение здесь и очень подробно показывать этот процесс. Так что, если вам это видео понравится и окажется полезным, обязательно дайте мне обратную связь в комментариях, мне это очень важно. Ну и давайте же начнем. И буду показывать я плетение этого узора вот на таком станке для загибок. Его я плела специально, чтобы на нем тренироваться. Здесь стойки можно убирать, вставлять новые. В общем, это удобно. Подробно об этом станке я показывала вот в этом видео. Посмотрите обязательно, кому интересно. Я беру 4 пары трубочек, и сейчас каждые 2 пары трубочек я буду закреплять за стойками. То есть я беру первую пару трубочек, вот таким вот образом складываю ее, сминаю кончики, и с помощью малярного скотча я прикрепляю ее за первую стойку. Можно вместо малярного скотча использовать прищепки или какие-нибудь другие скрепки, но мне удобнее на камеру показывать именно такой способ крепления, чтобы ничего не мешало лишнее, чтобы все было понятно видно. Ну и, соответственно, вторую пару трубочек я точно так же складываю друг на дружку, то есть одну пару на другую пару, немножечко сминаю концы этих трубочек и с помощью малярного скотча закрепляю их за следующей стойкой. Трубочки у нас расположены именно так, то есть 2 пары за стойкой, 2 пары за следующей стойкой, и я начинаю плетение этого узора. Начало я начинаю именно таким образом, то есть я беру нижнюю пару из первой группы и завожу ее через другую стойку за вторую, получается, вот таким вот образом. Пока вот эти стойки, вот эти трубочки я пока не трогаю, они у меня в серединке. А эту пару я завожу за вторую сверху. Вот что получается. А эти пока мы не трогаем. Начало получается у нас вот такое. Теперь мы дошли до этих трубочек. Разъединяем их аккуратненько по парам. Так. У нас получается одна нижняя пара, другая верхняя пара. Делаю сейчас перекрест, то есть я беру верхнюю пару, скрещиваю вот таким образом, нижнюю наверх, верхнюю вниз, и сейчас буду заводить нижнюю пару трубочек за вторую стойку, то есть получается вот эта первая стойка, это вторая. И за вторую стойку под низ завожу эту пару трубочек. Вот эту пару, которая у нас при скрещивании образовалась наверх, я завожу точно так же за вторую стойку, только сверху. В серединке у нас вот эти вот группы трубочек, которые мы не трогали. То есть за ними мы все делаем. Теперь очередь именно вот этих трубочек. Здесь самое главное не путать, как они расположены. Как с изнанки они располагаются, так мы их не должны путать. Вот они у нас. Скрещиваем. Это у нас вниз идет, это у нас идет наверх. И сначала мы заводим за пустую следующую стойку именно ту пару трубочек, которая у нас вниз идет. А вот эти вот мы никуда не заводим, то есть вот они у нас. Чтобы не мешались, я их отдельно взяла. Так, а это у нас заводится наверх. На самом деле принцип очень легкий. Вот у нас уже косичка получается. Плетем следующую. Скрещиваем. Как только посередине образовались пары трубочек, их скрещиваем. Нижнюю заводим под низ.
под пустую стойку, но игнорируем вот эти вот пары. Верхнюю заводим за пустую стойку наверх. Теперь мы эти пары игнорируем. Теперь мы беремся за те пары, которые у нас посерединке. Перекрест. Дальше заводим эту пару трубочек за пустую стойку. Эту пару за эту стойку. В серединке у нас образовались пара трубочек. Трубочки в этом узоре наращиваем точно так же, как и в любом другом изделии. Стараемся это делать незаметно, и в этом случае наращивание у нас приходится за стойку. Вот таким образом. Ну и плетем дальше узор. Тут принцип тот же самый на протяжении всего плетения узора. То есть серединные группы трубочек мы скрещиваем между собой. Нижнюю у нас идет за вторую стойку под низ всех остальных, верхняя наверх. Здесь то же самое. Серединка скрещивается. Нижняя вот эта пара трубочек уходит под низ всех остальных за стойку, за вторую. Верхняя за вторую стойку поверх всех остальных трубочек. Вот таким вот образом доходим до конца. Я включаюсь, показываю, как будем состыковывать узор. Кстати, с обратной стороны, с изнаночной, этот узор смотрится тоже очень красиво. И мы практически дошли до начала. Здесь трубочки располагаются следующим образом. Перед стойкой, эти две за стойкой. Здесь я убираю малярный скотч. Он, в принципе, больше нам не нужен. Трубочки и так поддерживаются, никуда уже не убегут. Сейчас будет плавная состыковка узора. И состыковка у нас сначала получается с лицевой стороны. Для этого мы делаем все то же самое, что и раньше. То есть мы перекрещиваем вот эти пары трубочек. Одну заводим вот за эту стойку, за которой у нас уже находятся две пары трубочек, первые, которые мы заводили. И мы также сюда заводим и эту пару трубочек. Так. Эту пару верхнюю заводим вверх, вот сюда вот. В серединке у нас остались две пары этих трубочек. У меня получается следующая картина. Те пары трубочек, которые я завела назад, я там и оставляю. Вот они. Здесь две пары трубочек у меня идут вот в таком положении. И у нас есть еще пары трубочек, которые мы подставляли вот в этом месте, да, изначально, и вот в этом месте. Эти мы не трогаем. Эти я немножечко их изменяю положение, то есть я верхнюю пару ставлю в перекрест. Вот таким вот образом. Теперь вот эти пары трубочек делаем перекрест также. Нижнюю я завожу под низ вот сюда, под низ той пары, которая у нас подставлялась изначально при плетении узора. И я там эти трубочки внутри и оставляю. У нас получается следование рисунку. То есть у нас рисунок идет вот таким образом. Так, так, трубочки расположены. Так, внизу, да. Наверху у нас расположены трубочки. Так, так, как косичка. И я следую этому узору. Поправляю вот эту вот пару. Так. Эту пару завожу за эту стойку. Вот таким вот образом. Состыковка у нас рисунка произошла с внешней стороны, с лицевой. Сейчас мы будем делать состыковку этого рисунка с изнаночной. Мне пришлось немного подрезать стойки для того, чтобы вам все было достаточно хорошо видно. Итак, для того, чтобы произвести состыковку рисунка
с любой стороны нам нужно понять принцип самого рисунка. И для этого я смотрю с изнаночной стороны, как у меня идут расположение трубочек. Сами трубочки. То есть вот это заводится сюда, под эту пару трубочек. Эта пара трубочек исходит снизу и заводится за следующую пару сверху. То есть и вот такого расположения мы с вами должны придерживаться. Но для начала, что я делаю сначала перед всеми другими этапами, это немножечко срежу вот эти вот концы трубочек, которые слегка выпирают. Таким образом, они у нас уже сплющены, они в принципе не несут никакой такой нагрузки, мы их не будем трогать, они у нас скроются за другими трубочками. Подрезала концы вот этих трубочек, такая картина у нас сейчас. И нам с вами предстоит убрать вот эти 4 пары двойных трубочек. Итак, начинаю я вот, пожалуй, с этой пары. И она у нас по определению должна идти наверх, да, как предыдущая пара. И под нее будет прятаться верхняя пара трубочек. То есть я беру вот эту верхнюю пару трубочек, сначала завожу вниз, получается, а эту укладываю наверх. Так, уложили. Можно подрезать. Подрезаю я вот эту пару трубочек, которая у меня легла и спряталась под верхнюю пару. Вот это вот у нас подрезается. Для начала не очень коротко подрезайте, потому что потом мы с вами будем немножечко все это дело подправлять. И чтобы не обрезать ничего лишнего, для начала вот так вот. Ну, я практически все подрезала хорошо. Ну и сейчас мы с вами укладываем последнюю пару трубочек. То есть вот это у нас идет пара наверх. И здесь мы подрезаем вот эту пару. Приблизительно так, чтобы она скрывалась. Так. Немножечко это место мы должны сплющить, чтобы у нас ничего не выпирало. И эта пара нижняя у нас скрывает вот это вот. И уходит под эту. Вот сюда уходит вот эта вот верхняя пара трубочек. Сейчас мы с вами заведем это все. Состыковка это всегда сложный процесс, поэтому здесь я ни в коем случае не тороплюсь. Вот так сейчас у меня получается с изнанки. Эту пару трубочек я продела. Вот она у нас. Сейчас я обрезаю и нижнюю пару трубочек, потому что она уже спряталась под эту, и верхнюю. Подрезаю очень аккуратно, практически под нолик, чтобы и кончиков не было видно. Так. Вот таким образом у нас получается с изнаночной стороны. Можно здесь еще немножечко поработать, подтянуть, что там да как. Вы видите, если какие-то недочеты есть. С лицевой стороны мы тоже немножечко подправим все. Например, вот эту трубочку мы подправим. Да? Чуть-чуть сплющим это место. И у нас также ничего не будет заметно. А вот как раз это место, где я немного напутала расположение вот этих трубочек, но это ничего страшного, это не критично, и это очень легко исправить до того, как вы все это приклеите с изнанки. Здесь у нас витки идут, то есть нижняя пара закрывает верхнюю пару. То есть верхняя прячется вот под нижнюю, а здесь у меня наоборот, у меня нижняя прячется под верхнюю. Это очень легко исправить. Я просто достаю вот эту пару, которая у меня наверху была, и прячу ее внутрь под низ. Вот таким вот образом. Все исправили, теперь можно там
капнуть клея с изнаночной стороны, и все будет окей. Вот такой узор получился. Что самое интересное в нем, он очень красиво смотрится и с лицевой стороны, и с изнаночной. Тем более, если состыковка произошла верно и ничего больше не торчит. И самое хорошее в состыковке это то, что мы ничего не подклеивали. Вот подклеивать я не очень люблю, потому что эти места всегда заметны. А здесь, смотрите, это место не бросается в глаза и выглядит очень прилично. Буду рада, если видео вам окажется полезным. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Здесь вы найдете вдохновение. А я вам желаю легкого плетения. Увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока. Также у меня на канале есть отдельный плейлист с подробными мастер-классами по плетению узоров из газетных трубочек. Обязательно посмотрите, и вы точно найдете что-нибудь интересное для себя.